Back up, back up. Who is this? Who is that? Yeah, I heard it. I heard it too. Any more time? Привет, друзья, и добро пожаловать на канал. Сегодня у нас экстренный выпуск, от которого буквально содрогнулся весь мир кей-поп-индустрии и многомиллионная фан-база группы BTS. Новостные ленты социальных сетей, фан-сообщества и крупнейшие медиа разрываются от шокирующего заголовка. Ким Тэ-хён, более известный как Ви, попал в автомобильную аварию в Нью-Джерси. Прямо сейчас миллионы фанатов по всему миру находятся в состоянии глубокого шока и паники, пытаясь разобраться, что же произошло на самом деле, насколько серьезно пострадал артист и каково его состояние в эти минуты. В этом видео мы собрали абсолютно все подробности, официальные данные, инсайдерскую информацию, свидетельства очевидцев и кадры, которые уже успели разлететься по сети, чтобы детально восстановить хронологию событий этого пугающего инцидента. Все началось сразу после завершения грандиозного сольного концерта BTS, который проходил на переполненном стадионе MetLife Stadium в Нью-Джерси. Это было невероятное шоу, атмосфера праздника, тысячи счастливых лиц, огни лайтстиков и оглушительные аплодисменты. Артисты выложились на максимум, подарив фанатам незабываемые эмоции. После окончания выступления уставшие, но довольные участники группы начали разъезжаться на служебных автомобилях. Тэ-хён вместе со своей командой менеджеров и личной охраной сел в предоставленный организаторами минивэн, чтобы отправиться в отель, отдохнуть и восстановить силы перед следующим перелетом. Однако дорога до отеля превратилась в настоящий кошмар. Район вокруг стадиона MetLife после таких масштабных мероприятий всегда превращается в одну сплошную гигантскую пробку. Тысячи машин зрителей, такси, автобусы – все пытаются одновременно покинуть парковку и выехать на главные шоссе, ведущие в Нью-Йорк и соседние города. Именно в условиях этой дорожной неразберихи и плотного трафика произошло то, чего никто не мог ожидать. Как сообщают американские источники, включая порталы K-Pop Herald и Koreabu, инцидент произошел уже на подъезде к отелю. В автомобиль, в котором находился Тэ-хён, на приличной скорости сзади врезался другой легковой автомобиль. Очевидцы, находившиеся неподалеку, описывают этот момент как внезапный и резкий глухой удар, после которого послышался скрежет металла и бьющегося стекла. На платформе TikTok и в сети X моментально появились первые короткие видеоролики, снятые случайными прохожими. На этих кадрах отчетливо слышны испуганные крики людей, фразы на английском и испанском языках «Боже мой, они врезались, они разбились», а также видно, как минивэн Тэ-хёна замер у обочины с включенными аварийными сигналами. В первые минуты после публикации этих видео в рядах ARMY началась настоящая буря. Из-за отсутствия мгновенной информации о состоянии айдола, люди начали строить самые страшные предположения, ведь автомобильные аварии – это всегда огромный риск для жизни и здоровья. Давайте разберем детали самого столкновения и то, что происходило в первые минуты после удара. По предварительным данным дорожной полиции Нью-Джерси, авария классифицируется как классический rear end, то есть удар сзади. Водитель, идущий следом машины, скорее всего, отвлекся на плотный поток, не рассчитал безопасную дистанцию или не успел вовремя затормозить перед остановившимся минивэном Тэ-хёна. Удар пришелся в заднюю часть автомобиля артиста. Сила столкновения была ощутимой, но, к огромному счастью, сработали современные системы безопасности автомобиля, а сама скорость движения в транспортном потоке была относительно небольшой из-за заторов. Тем не менее, повреждения машины оказались достаточно серьезными, чтобы она не смогла продолжить движение своим ходом до завершения всех бюрократических процедур, осмотра места происшествия полицией и составления протокола. И вот здесь начинается самая драматичная часть этой истории, которая вызвала не меньший резонанс и даже скандал в социальных сетях, чем само ДТП. Поскольку отель Тэ-хёна находился уже буквально в нескольких кварталах от места аварии, а поврежденная машина оказалась заблокирована, служба безопасности приняла решение не ждать эвакуатор или альтернативный трансфер на оживленной и опасной дороге.
Менеджеры решили, что безопаснее и быстрее будет дойти до отеля пешком. Тэхён в сопровождении телохранителей и стафа вышел из салона автомобиля. На нем была простая одежда, он выглядел уставшим после многочасового сложного концерта, а тут еще и пережитый стресс от внезапного столкновения. Айдол шел быстрым шагом, окруженный плотным кольцом охраны. И вместо того, чтобы проявить понимание, уважение и дать артисту спокойно прийти в себя после аварии, некоторые фанаты, узнавшие его на улице или следовавшие за кортежем, повели себя крайне эгоистично. Они начали преследовать Тэхёна, бежать за ним с включенными камерами телефонов, пытаться снимать его лицо крупным планом, выкрикивать его имя и буквально зажимать в тиске. Охране пришлось приложить максимум усилий, чтобы сдерживать эту толпу и буквально на ходу прокладывать безопасный коридор до дверей гостиницы. Этот факт вызвал волну жесткой критики со стороны адекватной части фандома. В социальных сетях запущены теги с призывами уважать личные границы артистов, особенно в такие критические моменты. Многие армии пишут гневные посты о том, что преследование человека, который только что пережил автомобильную аварию, это верх неуважения и бесчеловечности. Фанаты напоминают, что Тэхён всегда невероятно добр, открыт и уважителен к своей аудитории. Он часто просит соблюдать правила безопасности в аэропортах и на улицах, заботясь не только о себе, но и о самих поклонниках. И видеть, как в ситуации реальной опасности люди думают только о хайпе и эксклюзивных кадрах для своих блогов, действительно больно и неприятно. Теперь перейдем к самому главному вопросу, который волнует каждого из нас. Пострадал ли Тэхён и каково его самочувствие прямо сейчас? Согласно авторитетным отчетам Karachi Magazine и сообщениям инсайдеров, Ким Тэхён полностью избежал каких-либо травм. Он не получил ни переломов, ни опасных ушибов, ни порезов. По счастливой случайности и благодаря профессионализму водителя трагедии удалось избежать. Артист отделался лишь легким испугом и естественным стрессом, который испытывает любой человек при внезапном автомобильном столкновении. То, что он смог самостоятельно, уверенным и быстрым шагом дойти до своего отеля, уже является главным доказательством того, что его физическое состояние в полном порядке. Все остальные члены его команды, находившиеся в салоне минивэна, также не пострадали. Что касается водителя второй машины, устроившего аварию, о его личности и состоянии пока не сообщается, но полиция Нью-Джерси уже начала официальное расследование для выяснения всех точных причин и обстоятельств произошедшего. Что же говорит официальная сторона? На текущий момент лейбл Big Hit Music пока не выпустил развернутого официального пресс-релиза. Представители компании обычно тщательно проверяют все юридические и медицинские аспекты, прежде чем делать публичные заявления. Однако молчание агентства в данном случае не должно пугать фанатов. Напротив, отсутствие экстренных заявлений о госпитализации или отмене мероприятий подтверждает версию о том, что инцидент действительно был незначительным и здоровье артиста вне опасности. Более того, Тэхён уже успел частично успокоить фанатов косвенным образом. В своих социальных сетях он обновил историю, дав понять, что жизнь продолжается, тур идет по плану, и команда уже готовится к следующей локации, в частности, появились упоминания о перелете в Бостон. Это лучший знак того, что Ким Тэхён силен духом, не зацикливается на случившемся и готов продолжать радовать мир своим творчеством. Эта ситуация в Нью-Джерси в очередной раз поднимает очень важный и глубокий вопрос безопасности мировых звезд такого масштаба во время их зарубежных гастролей. Жизнь айдолов состоит из постоянных переездов, авиаперелетов, ночных поездок после изнурительных шоу. И в таких условиях любая мелочь на дороге может стать роковой. Фанаты по всему миру сейчас активно отправляют письма в адрес компании Hype и Big Hit Music с требованиями еще сильнее ужесточить меры безопасности, выбирать менее загруженные маршруты, использовать дополнительные машины прикрытия и жестко пресекать любые попытки преследования со стороны так называемых сасен-фанатов или просто излишне навязчивых прохожих. Безопасность участников BTS должна быть абсолютным приоритетом номер один, особенно когда они находятся в многомиллионных мегаполисах США, где контролировать уличный трафик и толпу бывает крайне сложно. Подводя итог, мы можем с облегчением выдохнуть. Наш любимый Тэхён в безопасности, он жив, здоров и не получил никаких повреждений в этой неприятной аварии в Нью-Джерси. Инцидент исчерпан, дорожная полиция разбирается с виновником ДТП, а сам артист находится под надежной защитой своей команды и отдыхает.
Мы искренне желаем Тэхёну скорейшего восстановления сил после этого стрессового дня, гладких дорог в дальнейшем и успешного продолжения мирового турне. Пусть этот инцидент останется лишь досадным мелким происшествием на его триумфальном пути. А что вы думаете по поводу этой ситуации и поведения людей, которые преследовали его после аварии? Напишите свое мнение в комментариях, давайте обсудим это. Не забывайте ставить лайк этому видео, подписываться на канал и включать колокольчик, чтобы первыми узнавать самые свежие, проверенные и актуальные новости из мира К-поп. Спасибо за просмотр, берегите себя и до встречи в следующих выпусках.